Женек-то у нас не обрезанный. Да, есть такая. А Женек-то у нас, оказывается, обрезанный. Не, наоборот, не обрезан. Сейчас В отличие займемся. от вас. Нет уж, спасибо. Не хочу доверять вашим рукам мою крайнюю плоть. Бескрайнюю плоть. Бескрайнюю плоть свою. Это на группу так назвать. Бескрайняя плоть. Кто назовет так группу, 25%, как обычно, нам. С заработков этим. Бескрайняя плоть. Это же как по-космически звучит. Как будто Это, человек соединяется с космосом, попадает в бескрайнюю плоть. Здорово, дорогие друзья! Монокаст сегодня здесь, и у нас сегодня продолжение нашей исторической темы. Ролик офигенный, потому что у нас сегодня топ-10 лучших рок-групп 80-х годов. И я надеюсь, что вы готовы. С вас лайк, подписка и погнали! Как у тебя получилось вообще написать этот топ? Вот я его писал очень долго, не только потому, что был очень занят, но еще и потому, что я вообще терялся в том, кого туда поставить. В 80-х столько групп, поэтому я заранее предсказываю, что дорогие наши зрители нас в комментариях точно обосрут за то, кого мы туда поставим и кого, самое главное, мы туда не поставим. Да, давай, скажи, кто у тебя на 10-м месте? Начнем, пожалуй. По-английски «Антракс», по-русски «Сибирская язва». Культовая американская метал-группа, исполняющая трэш-метал, спид-метал и грув-метал в позднем творчестве. Основана в 1981 году в Нью-Йорке. Антракс вместе с такими группами, как Slayer, Metallica и Megadeth, входит в большую четверку трэш-металла. 4 альбома группы имеют золотой статус, более 20 миллионов проданных альбомов по всему миру, 6 номинаций на премии Грэмми. Антракс — одна из ключевых групп, которая сыграла важную роль в становлении спид-металла и трэш-металла. На своих первых альбомах они продемонстрировали характерный для трэш-металла звук, отличаясь юмором и отсылками к комиксам в текстах, что выделяло их среди других исполнителей. Антракс подчеркнули вдохновение из разных музыкальных направлений, включая хард-рок и панк. Причем именно под влиянием панка группа повышала темп своих композиций, развивая такое направление, как спид метал. Антракс даже поучаствовали в развитии такого жанра, как рэпкор, записав фит с культовыми рэперами Public Enemy. Совместная композиция Bring the Noise стала весомым аргументом для возникновения нового направления в музыке. Основатели группы Скотт Йен, гитарист, и Дэн Лилкер, басист, придумали название благодаря учебнику биологии. Оно показалось им очень зловещим. Сибирская язва. Джоу Белладонна по праву считается золотым голосом американского трэша. Именно с ним группа выпустила свои лучшие альбомы. Вокальными данными Джоуи восхищается чуть ли не каждый поклонник тяжелого металла. Исполнительная манера Белладонны выгодно отличается от остальных фронтменов большой четверки. Рычание и надрывные запевы, крики и визги всегда заменялись чистым и профессиональным вокалом индейца Джоуи. Почему индейца? Он был наполовину индеец. Логично. И частенько на концертах 80-х годов он щеголял в индейских оперениях. Вот такой был Джоуи Белладонна. В 90-х на фоне успеха группы Джоуи Белладонна активно увлекался алкоголем, из-за чего уровень выступления на концертах резко упал, и его выгнали из группы. Примерно лет на 20. Сейчас он снова в строю Антракс. Завязал, закодировался, исправился. Антракс открывает мой топ 80-х. И большим поклонником группы был Юрий Клинских из группы «Сектор газа». Он даже взял у них одну из своих песен, да? Па-па-пам, тагада-та-та-та-та. Песня Кощея, насколько помню, да? «Черный замок, живу я в нем». Песня группы Антракс. На сказке группы «Сектор газа» все песни не его. Они взяли то у Queen. «Ваня, приди ко мне, достал меня Кощей, не могу я, хоть убей, Ваня, я хочу тебя». Антракс на 10-м месте у Евгения у нас сегодня вот так. А мы сейчас узнаем, кто у меня на 10-м месте, и, пожалуй, пришло время это огласить. Поехали. Я не знаю, нравится тебе эта группа или нет, но я бы не удивился, если бы она тебе нравилась, особенно раньше, учитывая твою тягу к олдовым группам, которые ты любил переслушивать на кассетах и так далее. Мое 10-е место — группа Def Leppard.
Ну, как ты к ней так, знаешь, относился? Сухо. Захуесосьте его в комментариях. Эти парни – одни из главных героев золотой эры стадионного рока. Их музыка – это идеальный баланс между мощными гитарными рифами, запоминающимися мелодиями и грандиозным продакшеном. Группа начала свой путь в конце 70-х, но именно 80-е принесли им всемирную славу. Но путь Def Leppard не был таким уж легким. Барабанщик Рик Аллен потерял руку в автокатастрофе, но это не сломило группу. Он продолжил играть на уникальной ударной установке, адаптированной специально под него. Def Leppard на моем 10-м месте. Легенды, так сказать, много я о них слышал среди людей, которые любили слушать вот музыку 80-х, особенно вот когда я был помельче значительно. И люди, которые слушали там и русский рок, и не русский рок, были такими закоренелыми рокерами. Постоянно я от них слышал, ну, конечно же, там о группах Алиса, Крематорий, Воскресенье и так далее. И часто очень слышал про группу Def Leppard. Мое 10-е место, и, наверное, давай поедем сразу к 9-м местам. Поехали. 9-е место. Def Leppard. Кстати, знаете, откуда название пошло? Откуда? Помните, мертвый леопард? Искаженный? Нет. Div Leopard, изначально была вот эта фраза, глухой леопард. Вот откуда пошло Def Leppard название. Культовая британская рок-группа дебютировали как коллектив новой волны британского хэви-металла с альбомом On Through the Night в 1980 году. Пик популярности Def Leppard пришелся на 84-89 годы, когда вышли их мультиплатиновые альбомы «Пиромания» и «Истерия». В 1995 году были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как единственные исполнители, выступившие на 3 континентах в течение одних суток. Лондон, Геркулесовые пещеры, в Марокко, Африка, кто не знает, и Ванкувер. Ну, я думаю, все знают, где Ванкувер. Монокаст географический. Def Leppard продали более 100 миллионов альбомов. Группе даже присвоили статус одной из самых продаваемых в мире. Музыка Def Leppard представляет собой смесь хард-рока, поп и хэви металлических элементов с многослойным гармоническим вокалом и мелодичными гитарными рифами. Их часто считали одной из главных групп новой волны британского хэви-металла середины 80-х. Группа была связана с растущей глэм-метал сценой, главным образом из-за их успеха в мейнстриме и гладкого продюсирования. Сами музыканты Def Leppard негативно воспринимают определение глэм-метал, поскольку они относят свое творчество к хард-року, хэви-металу, но никак не глэму. Поклонники любили глэм, считали их одной из глэм-групп, а сами они ненавидели глэм-метал. Это можно также и про Slipknot сказать. Их критики относят к разновидностям нью-металла Slipknot, хотя сами они называют свой стиль металлический металл. Но это нет такого стиля. Но сами они себя так позиционируют, как металл, ну нахер никакой не нью-метал. Группа оказала огромное влияние на музыкантов последующих поколений. Так, вокалист Джо Эллиот считает, что без Def Leppard не было бы Bon Jovi. В одной из интервью он говорил, то, что они делают сейчас, то же самое, что делали мы 3 года назад. Кстати, что интересное, можно подметить про вокалиста Глухих Леопардов. На пике популярности группы он бросил пить и стал зожником, чтобы более продуктивно работать. В отличие от большинства коллег, которые все усугубляли свои хобби. Особое внимание уже говорили про барабанщика однорукого. С поддержкой семьи он продолжал заниматься, как уже Ким говорил. Для него по заказу сделали уникальную барабанную установку, и он до сих пор остается в составе группы Def Leppard, активно гастролирует. Конечно, говорят такое, то, что на студиях его подменяют сессионщики, но именно в живых концертах он сам. Лицо должно быть, так сказать, на месте, на сцене. Вот так, и тут у нас совпало, так сказать, только у меня на 10-м, у Женьки на 9-м, но тем не менее Def Leppard. Поехали к моему 9-му месту. Мое 9-е место — группа Motorhead. Если 80-е — это эпоха громких рифов, бешеных скоростей и настоящего рок-н-ролльного безумия, то Motorhead — это группа, которая воплотила все это на 100%.
Во главе с легендарным Лемми эта банда разрывала сцену своим грубым, агрессивным и неистовым звучанием, смешивая панк, хард-рок и ранний трэш-метал. Они сами себя называли самой громкой группой в мире, и никто не осмеливался с этим спорить. Их музыка вдохновила целое поколение металлистов, от трэш-металлистов из Металлики и Slayer до панков и хардкорщиков. Вот так вот. Группа Motorhead. Эту группу я впервые услышал в рестлинге. Как почти всю музыку. Как и почти всю музыку, Если да. бы я не смотрел рестлинг, я бы не стал музыкантом. Да, я услышал их музыку. То есть я знал, что есть Motorhead, я слышал какие-то музыкальные отрывки. Трек-то у них самый известный. Та-та-та-та. Та-та-ра-та. Вот. Я... Ace of Spades. Да, я отрывки слышал, но я никогда не слушал ее. Мгм. И вот, когда я в первый раз услышал у такого рестлера, как Triple H, как бы Который тему... Игрок там, да? Да. Переводили. Так его так и переводят. Мгм. Композицию Time to Play the Game, собственно, это Motorhead. И вот тогда я решил послушать, что они еще играют. Все люди смотрят рестлинг для развлечения, а Ким смотрит рестлинг. Во-первых, да, для того, чтобы посмотреть разные тренды в видео и разные тренды вообще визуала, дизайна. Во-вторых, там постоянно появляются все самые топовейшие новые музыкальные темы и так далее, потому что все лейблы сразу в WWE бегут и закидывают. Ты слышал, что Трамп назначил из этого какой-то... Линду Макмен? Да. Да. Что-то Ну, типа вот министр как- культуры, да. Министр образования вроде. Это жена бывшего президента WWE Винса Макмена, да. Про Лэмми, это же он был бас-гитаристом в Motorhead, а до этого он играл на ритм-гитаре. И он развил именно бас-гитару как ритм-инструмент. Он ввел в индустрию дисторшн на бас-гитару. На бас-гитаре. И медиаторной техникой игры. Сейчас половина бас-гитаристов в панке, в металле играют медиатор. И ты. И в роке. Я пальцами... Ну, ты Ну, я начинал с этого, с медиаторной игры, как Джон Кэмпбелл. А что, ты сейчас вообще медиатором не играешь? По-моему, ты в некоторых треках Ну, в берешь. некоторых треках, где звук должен быть стаккатный. Где звук должен быть нормальный. Ну, Нормально. Нормальный, да. Вот, то есть медиаторная техника игры это именно пошла от Лэмми. Именно дисторшн на басу тоже. Да? Музыкальная индустрия подхватила его тему. Он использовал от электрогитары дисторшн, там Мгм. подмешивал. Потом уже пошли специальные басовые примочки с дисторшн. Монокаст познавательный. Ну, а мы, наверное, двинемся к нашим 8 местам. Поехали. 8 место. Red Hot Chili Peppers. Красные острые перцы чили. Легендарная американская рок-группа, образованная в 1983 году в Калифорнии, вокалистом Энтони Кидисом и басистом Майклом Белзери, больше известным как Флип. Обладают 7 премиями Грэмми. Во всем мире проданы более 80 миллионов копий их альбомов. Их хиты Under the Bridge, Californication, Can't Stop и ряд других стали стабильной частью рок-плейлистов по всему миру. В 2012 году их включили в зал славы рок-н-ролла. Музыкальный стиль группы — это смесь фанка, альтернативного рока, хард-рока и панк-рока. Стиль игры на бас-гитаре Фли — это объединение фанка, психоделики и хард-рока. Низко настроенные грув-хэви мелодии, сыгранные либо пиццикато, либо слэпом, сформировали их фирменный стиль, фирменное звучание. Псевдоним Фли появился из-за маниакальной энергии музыканта. Он всегда носился и скакал, в том числе иногда и на сцене. То есть он по жизни такой активный. Мало того, он еще и очень начитанный, очень умный человек. Эрудированный. Не эрегированный, а эрудированный. Ты когда-нибудь видел Эрудированный член. Такой ширинку растягиваешь, сейчас очки одел. А что, он плохо видит? Начит, когда Нет, это девушка такая, сейчас очки, говорит, одену. На первый сольный концерт группы пришло всего 30 человек.
На сцене Энтони Кидис зачитывал рэп, а другие музыканты играли импровизацию. Кстати, исполнение на концертах импровизаций группа использует и по сей день, даже когда выступают на многотысячных стадионах. Мало кто знает, что из-за негативного имиджа, запрещенные вещества и аморальный образ жизни у будущих звезд были проблемы с представителями музыкальной индустрии. Не было такой возможности, как сейчас. Пришел на звукозаписывающую студию там и записался там за скромную сумму денег. Там нужно было лейбл какой-то звукозаписывающей студии, который будет продюсировать в 80-х годах. Это и сейчас так с большими лейблами. Они подписывают с тобой контракт, выделяют тебе определенную сумму денег, находят людей, которые будут заниматься твоей записью, сведениями, продюсированием альбома, платят им эти деньги от твоего имени, так сказать, или через менеджера, например, а потом ты с концертов и с продаж альбомов отрабатываешь им эти деньги по контракту. То есть со своих гонораров концертных ты отдаешь определенный процент, с продаж альбомов там, скорее всего, больший процент. Ну и с выступлений, соответственно. Ну, я про это и говорю, да. Многие представители индустрии не хотели пожимать даже руки Энтони Кидису и даже не разрешали ему сесть на стул. Настолько плохой имидж себе, репутацию заработал, и не зря. Детство Кидиса было реально тяжелым, исходя из его автобиографии, которую он сам написал. В 11 лет отец познакомил его с запрещенными веществами. В 12 он лишился девственности с девушкой своего отца. Получал смертельные угрозы от дилера и несколько раз доводил себя до передозировки в молодом возрасте. Сейчас Кидис отказался от вредных привычек. Занимается медитациями в свободное время. Многие считают, что настоящий успех группе пришел почти через 10 лет после ее создания, когда они начали работу с Риком Рубином. Именно в результате их сотрудничества популярность группы взлетела до небес. Платиновые альбомы, премии Грэмми, мировые туры, вершины чартов по всему миру. Нашелся человек, который направил энергию, ребят, в нужное русло. Рик Рубин, самый влиятельный продюсер конца 20 века, начала 21-го. Спасибо, Рик Рубин, что открыл миру так много охуительных групп. Маленько сейчас накину на вентилятор. Давай. Музыканты РХЧП прямо очень сильно переоценены. Но не в плане, так скажем, композиционном, да, то есть в плане песен, у них прикольные песни, а в плане техники, что там считается, что Фли там очень круто играет, что там Фрущанта, да, там очень круто играет. Кстати, про Фрущантов Фред-гитарист, по-моему, говорил, что он, блядь, кривой хуй. Да и Фли, на самом деле, я бы не сказал, что он там прям вот какие-то эти... В плане того, что вот он, как он это подает, да, типа прыгает, все, а вот, ну, в плане по игре, ну, ничего у него такого там заоблачного нет. И, кстати, вот знаете, я вам заранее скажу это, вот он говорит свое мнение про бас-гитариста, он сам по образованию дипломированный бас-гитарист. Вот, так что имеет право, между прочим. Да. И следующее видео начнется с того, как Евген покажет, как надо играть. Да. На толстом, как говорится. Утрет Фли нос. К моему 8-му месту? Да. А поехали. Группа, с которой, я так подозреваю, многие в комментариях будут спорить. Почему-то никто не спорил с этим из любителей рок-музыки, особенно более олдовых, когда вот я с ними общался там в юном возрасте и так далее. Все считали это таковым, так сказать. Мое 8-е место лучших рок-групп 80-х занимает группа Depeche Mode. Заслужен. Заслуженно. Просто не все считают ее рок-музыкой. Кто не считает ее рок-музыкой, ставьте комментарии. 80-е были временем экспериментов, и одной из главных групп, раздвинувших границы рок-музыки, конечно же, стали Depeche Mode. Хотя их стиль больше ассоциируется с синти-попом и электронной музыкой, влияние Depeche Mode на рок-культуру 80-х просто невероятное. Их темная атмосферная эстетика, мощные тексты и уникальный подход к созданию музыки сделали их одной из самых важных групп десятилетия. Depeche Mode — это темная романтика, безупречные мелодии и неподражаемый стиль. Они оказали огромное влияние на альтернативный рок и музыкальную индустрию в целом. Depeche Mode — мое 8-е место. Согласен с тобой полностью. Много у них прослушал чего? Несколько альбомов. Популярные песни группы, они же вообще универсальные. Универсальны в плане для
каждого слушателя они подойдут. Как для любителей попсы, там рэпа или там тяжелой музыки, они прям заходят на ура. Мало того, вот, например, что там, Personal Jesus, да, играла в клубах на дискотеках в 80-е годы и в начале 90-х у нас в стране. Поэтому группа культовая, группа очень известная, группа легендарная, и все-таки, кто бы не спорил с тем, что рок — это музыка или не рок — это музыка, мы ее отнесем к року 80-х. Про половину русских рок-групп можно поспорить, рок это музыка или не рок-музыка. Ну, Метроль там или Агату Кристи, там, где у них половина песен, там, клавиши под легкую ударочку идут. Довольно странное прочтение определение рок-музыка вообще. Раньше, я насколько помню, рок-музыкой считалась любая та музыка, которая написана самими музыкантами. Группа, например, да, они сами для себя пишут песни и сами их исполняют. И это считается типа рок-музыкой. Ну да, таким макаром у нас сейчас половина рока, это не рок. То есть взять вон Агату Кристи, например. Ну, кстати, да. В музыкальном плане, ну, почему-то никто не сомневается, что Агата Кристи это рок. А Депеш Мод, да. И, наверное, поедем к нашему 7-му месту. Поехали. 7-е место. Slayer. Культовая американская метал-группа, созданная гитаристом Джеффом Ханеманом и Кэрри Кингом в Калифорнии в 1981 году. Slayer входит в большую четверку трэш-металла. Среди всех групп четверки Slayer представляет самое экстремальное направление. Вместе с этим они оказали огромное влияние на трэш и дэт-метал. Переломный момент в истории группы — выход альбома Rain in Blood в 1986 году. При участии продюсера Рика Рубина альбом признан золотым. Slayer приобрели кучу фанатов в США и за ее пределами. Характерные черты музыки Slayer — быстрый темп, скоростные гитарные соло и тремоло, кричащий вокал. Тематика оформления альбомов и тексты песен группы связаны со смертью, адом, сатанизмом, насилием, войной и всякими другими непристойными вещами. Зачастую носит антирелигиозный характер, за что группу очень жестко критиковали деятели культуры и простые слушатели. По тем же причинам выпуск альбомов Slayer часто задерживался, а их продажи запрещали во многих странах мира. Многие музыкальные критики сходятся во мнении: творчество Slayer является прямой причиной расцвета дэт-металла. Дэйв Ломбардо, драмер, стоящий у истоков Slayer, является образцом для подражания многих барабанщиков, специализирующихся на тяжелых жанрах металла. Дэйв активно применяет технику двойных басовых ударных, для чего пользуется двумя бас-бочками вместо одной. Своей скоростной, агрессивной и четкой игрой Дэйв Ломбардо заслужил звание крестного отца двойной бас-бочки. Ломбардо изложил причины использования двух бас-барабанов. Когда вы ударяете по большому барабану, барабанная мембрана все еще резонирует. Когда вы ударяете по тому же месту сразу после этого, вы получаете своего рода отдачу от удара мембраны бас-барабана о другую педаль. Вы не даете им дышать, поэтому две бас-бочки одинаковые удары получаются. Во время игры с применением своей излюбленной техники Дэйв не касается пятками земли. За свою карьеру группа выпустила 12 студийных альбомов, 4 из которых получили статус золотых. Slayer 4 раза номинировались на премию Грэмми, получив приз в 2007 году за песню Ace of the Insane, а в 2008 году за песню Final Six. Отцы дэт-металла. 7-е место. А ты знаешь, почему, кстати, перешли многие барабанщики на использование кардана вместо двух разных бочек? Есть несколько причин, но самое главное, потому что две разные бочки очень сложно настраивать в унисон. Они во многих моментах играют по-разному. И на этой прекрасной ноте мы двинемся к моему 7-му месту, я так думаю. Мое 7-е место, дорогие друзья, группа Ван Хален. Ван Хален появились еще в конце 70-х, но именно 80-е достигли своего пика популярности. Главная фишка группы — это, конечно же, виртуозная игра Эдди Ван Халена. Его революционная техника, скоростные соло и бешеная энергетика сделали его одним из величайших гитаристов всех времен.
Ван Хален — это суперэнергия, это культовые рифы и легендарное шоу, которые оставили огромный след в истории рок-музыки. Они поменяли представление о гитарном звуке, вдохновили целое поколение музыкантов и подарили нам некоторые из самых знаковых рок-хитов 80-х годов. Я их в 70-е поставил. В этом и ценен наш способ изложения. Как говорил Сократ, в споре рождается истина. Или это был не Сократ? Или вообще никто не... Правда звучало по-другому. Да. Порно рождается истина. Порно рождается истина. Кстати, если вы хотите узнать, почему группа Slipknot из порно-индустрии стала одной из самых значимых тяжелой металл-группой мира, смотрите наш ролик про Slipknot. 10 фактов. Уберите детей от экранов. А теперь позовите их обратно, поскольку мы будем оглашать наше 6-е место. Поехали. Депеш Мод в переводе с французского «Вестник моды». Легендарный британский музыкальный коллектив, образованный в 80-м году. Группа создала собственный узнаваемый стиль, совмещая элементы электронной и рок-музыки. По миру продано более 120 миллионов копий альбомов. В 2020 году группа включена в зал славы рок-н-ролла. Вот теперь назовите, что Депеш Мод не рок-н-ролл, когда ее включили в зал славы рок-н-ролла. Тут как бы уже объективнее некуда. Ну, честно сказать, туда и всяких блюзменов включали, там много кого, там даже кто-то из поп-музыки есть, из поп-индустрии. Я, например, не удивлюсь, что там есть и Майкл Джексон тоже. Музыку Депеш Мод можно характеризовать симбиозом таких жанров, как синти-поп, нью-вейв, электроник-рок, дэнс-рок, альтернативный рок и поп-рок. Депеш Мод оказали влияние на многих известных современных исполнителей благодаря своим инновационным технологиям звукозаписи, в частности, сэмплингу. О влиянии творчества группы говорили многие музыканты и артисты, впоследствии получившие мировую известность. Например, The Killers, Linkin Park, Deftones, Fear Factory, Scooter, Shakira, Coldplay, Muse, Rammstein, Аха, Леди Гага и Гарри Поттер. С точки зрения жанров, наибольшее влияние Депеш Мод оказали на инди-рок и индастриал метал. Особенно в звучании этих стилей были позаимствованы детали творчества коллектива. Мало кто знает, что Мартин Гор, мультиинструменталист, автор большинства хитов коллектива, который состоит в группе с момента ее основания и по сей день, попал в Депеш Мод по блату. У него был синтезатор Yamaha последней модели, а не за какие-то там композиторские способности его взяли в группу. Несмотря на то, что сейчас имя группы известно по всему миру, мировой успех им пришел только в 1989 году с выходом суперхита Personal Jesus. Кстати, Депеш Мод была чуть ли не самой любимой импортной группой в Советском Союзе. Естественно, распространялись записи в основном подпольно, но любовь осталась и до сих пор, о чем свидетельствуют колоссальные сборы на последних концертах Депеш Мод в нашей стране. Там они, Лужники, собирали 80 тысяч. Одногруппник ездил. Он когда в институте учился, он там охренел, там какое шоу они там закатывали. Не Slipknot, которые это ничего не привезли, просто одну шторку на сцену повесили и все. А сейчас мы узнаем, кто у меня на 6-м месте. Я сам пока не знаю, сейчас я посмотрю. Поехали. Мое 6-е место, дорогие друзья. Что я хочу сказать всем вам и всем вам? Ваши просьбы были услышаны. Вы спрашивали, вы критиковали, вы писали и много чего делали по поводу того, где группа. Следующая, которая у меня будет на 6-м месте. Мое 6-е место, дорогие друзья, группа Iron Maiden. Я знаю, почему ты узнал. Ты читал комментарии, да? И я вот специально ее не поставил. Личная неприязнь. Он их не любит как людей. Такой еще, смотришь, злится сидит. Настоящие титаны хэви-металла. Живые легенды британской сцены. Iron Maiden, конечно же, Iron Maiden. Если мы говорим о классическом хэви-метал, то Iron Maiden — это одна из самых влиятельных и значимых групп в истории всего жанра. Они стали флагманами новой волны британского хэви-металла и задали эталон звучания, которому следуют до сих пор. The Number of the Beast 1982 года — это альбом, который перевернул игру и сделал Iron Maiden мировыми звездами, задав их фирменный стиль сложных
приятных мелодий, мощного вокала и текстов, вдохновленных историей, мифологией и литературой. Iron Maiden — мое 6-е место. Фанаты хэви-металла, ликуйте! Не, Number of a Beast хороший альбом, да. Не искал, не смотрел точно по цифрам, но мне почему-то так кажется, что он один, наверное, из самых продаваемых альбомов вообще. Я уверен, что нет. Знаешь почему? Почему? Смотри, какую интересную закономерность я заметил. Вот мы сейчас исторический топ составляем, я уже начал 90 писать. Много известных групп 90 прям вообще по всему миру, которые хорошо турят, катаются. У них продажи гораздо меньше, чем у групп 70-х, 80-х. Это, знаешь, Это понятно, это развитием интернета. носители. Тогда были носители и только носители, а сейчас есть стриминги и так далее. А вот ты говоришь про продажи, но ты учитываешь ли стриминги, заработки, вообще, то есть выручку? Я вот именно про продажи альбомов, именно вот по количеству миллионов. То есть группа, которая, допустим, она и в 90-х, и там в нулевых играла, и там альбомы охуенные выпускал, но именно вот в 80-х у них продажи были лучше. Потому что с развитием интернета люди просто перестали просто покупать эти носители. Начали скачивать. Почему Металлика судилась с Напстером тогда? Именно потому, что это был большой хаб, где просто люди бесплатно скачивали музыку. Мне почему-то кажется, что Number of the Beast — это, наверное, самый продаваемый альбом. Нам в комментариях как Да. раз ответят, какой у них самый. Давай. Напишите, если знаете, очень интересно, потому что вот мы не очень знаем об этом. Поехали к 5-му месту, да? Пятерочка. Пятерочка. Бон Джови. Известная американская рок-группа, образованная в 1983 году. Всемирной популярности Бон Джови поспособствовал альбом Slippery When Wet 1986 года. Лично для меня Бон Джови ассоциируется с синглом It's My Life. Убойный клип, вышедший в 2000 году, который способствовал привлечению к группе более молодой аудитории. Трек звучал отовсюду. На музыкальных каналах клип показывали каждый день по несколько раз. На данный момент Бон Джови выпустили 16 студийных альбомов, 6 сборников и 2 концертных альбома. В общей сложности их альбомы были проданы тиражом 130 миллионов копий. Они отыграли более 2600 концертов в 50 странах перед 34-миллионной аудиторией. В 2018 году Бон Джови были включены в зал славы рок-н-ролла. Джон Бон Джови, основатель и лицо группы, легендарная личность, начал играть на барабанах в кавер-группе в возрасте 13 лет. В 1995 и в 1996 году журнал People награждал его званием самого красивого мужчины Америки. Кстати, он является единственным владельцем своей группы. Остальные музыканты как наемные рабочие. То есть все решения он принимает единолично. Все, что касается творчества, туров, релизов и даже пресс-конференций. Остальным остается только с ним соглашаться. Этот подход на протяжении длительного периода существования коллектива более 40 лет спасал группу от споров и конфликтов. А как ты думаешь, кто решает вообще все в группе Кипелов? Джон Бон Джови является одним из самых богатых рок-музыкантов. Он купил в 1994 году футбольный клуб, который хотел купить Дональд Трамп. Он перебил его цену. А как он назывался, этот клуб? Слушай, это какой-то американский футбольный клуб. Я просто даже из Филадельфии что-то такое. 3 месяца им владел, потом понял то, что там дохера времени на этот футбольный клуб И уходит. очень дохера денег. Да, вот. Выходит. И, короче, продал его обратно. Мне не понравилось. Они проигрывают, да? Я возвращаю. В возрасте 57 лет получил докторское звание по музыке в Пенсильванском университете. Теперь при встрече к нему положено обращаться доктор Джон. Учиться, по-моему, поздновато пошел, когда уже у него голосу пиздец настал. Кстати, с вас лайк, если вы хотите топ-10 худших вокалистов. И мне кажется, Джон Бон Джови один из кандидатов в этот топ. Человек, которому сложно давалось пение еще даже в молодом возрасте, потому что у него достаточно специфическая постановка голоса была, он пел в нос, все много назального звука, из-за этого много призвука горлового у него было, проблемы с дыханием, то есть с опорой, поэтому многие места в своих концертах он давал петь тупо в зал, тем более Living on a Prayer, о на 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 о и вот это о он всегда практически отдавал. Только прям в самом начале, когда выпущена эта была песня, он на концертах ее пропевать пытался, а потом забил даже. В последние годы, даже не говоря о том, как он там постарел, не постарел, понятно, что он жестко начал терять голос. Постановку своего голоса, он у нее постоянно начал срываться, а сейчас, как он поет, это просто пиздец. Поехали к моему 5-му месту.
Мое 5 место. Бон Джови. Звезды сошлись. Звезды и не расходились. Мы здесь все. Бон Джови – одно из главных событий 80-х годов. Эта группа взорвала музыкальный мир, взяв лучшее от классического рока, глэма и поп-музыки и превратив все это в зажигательный, мелодичный и невероятно драйвовый саунд, который мгновенно запал в сердца миллионов людей. Они доказали, что их успех — это не случайность, а результат таланта, харизмы и крутой работы. Конечно же, крутой работы. Главная сила Бон Джови — это узнаваемый вокал Джона Бон Джови, а он действительно узнаваем, и отличные гитарные партии Ричи Самборы. Но и не будем забывать их хитовой и очень хитовой мелодичности. Их песни вдохновляли, заряжали энергией и заполняли стадионы, делая каждое шоу настоящим событием. Бон Джови? Действительно, потому что группа в 80-е годы, 80-е, 90-е, она была везде. Она собирала большущие площадки, арены, стадионы, были огромные концерты, огромные заработки, огромные продажи альбомов. Супер-супер звезды. Одна из самых крупнейших групп 80-х годов. 5 место. Поехали к четверочкам. К нашим с вами 4 местам. 4 место. Guns N' Roses. Гаузен, блять. Гаузен. Guns N' Roses. Культовая американская хард-рок группа, образованная в 85 году в Лос-Анджелесе. Название происходит от слияния двух групп: Hollywood Rose, образованная Акселем Роузом, и Los-Angeles Guns, которую собрал Трейси Ганс. Трейси Ганс после слияния двух групп, он ушел из группы, осталось только название от него Ганс. И на его место пришел легендарный Слэш, гениальный гитарист и композитор. Именно он придумал логотип группы, известный во всем мире: перекрещенные стволы и обвивающие их розы с шипами. Дебютный альбом группы Appetite for Destruction 1987 года занял 1 место в Billboard 200, а сингл с него Sweet Child O' Mine занимал 1-ю строчку в Billboard Hot 100. Этот альбом разошелся 30-миллионным тиражом по всему миру и стал самым продаваемым дебютным альбомом в истории рок-музыки. Первый клип группы, который попал в ротацию MTV и привлек новых фанатов, Welcome to the Jungle, написан после потасовки Акселя Роуза с бомжами в ночном Нью-Йорке. Аксель Роуз считается чуть ли не самым одаренным вокалистом в мире. Вокальный диапазон лидера Guns N' Roses самый большой среди всех вокалистов популярной музыки. Он составляет почти 6 октав. Я сразу говорю, это пиздеж, а судя по тому, как он сейчас поет, это вообще пиздеж. От фа 1 октавы — это пиздеж, до си бемоль 6 октавы — это пиздеж. Это пиздеж. Баритон Эксла Роуза ниже, чем у Барри Уайта, а наверху он может петь выше, чем Тина Тернер. Это пиздеж. Guns N' Roses считается одной из самых успешных туровых групп. Это пиздеж. На после какого предложения? Guns N' Roses считается одной из самых успешных туровых групп. По сборам и посещаемости, по количеству концертов они занимают лидирующие позиции. Группу сопровождает техническая команда из 80 человек, которая даже удостоилась награды журнала Performance «Команда года». Но у группы есть и негативная черта — задержка концерта на 2 часа. Стандартная практика. Причем чаще это происходило по вине самого Экселя Роуза. Человек долго распевается и настраивается. Он признавался в интервью, что ему нравится выходить к возбужденной публике, которая уже готова драться, и там, то есть они там уже: все, блядь, где нахуй? 2 часа уже стоим тут в давке. И тут он такой выходит, такой: привет, девчонки. Эксель Роуз является одним из самых ярких примеров самолюбования. Так он записывал свой самый дорогой альбом в истории рока, на который было потрачено $13 миллионов и 10 лет жизни. Распустил всех музыкантов. Теперь они распущены. Приглашал к работе на студии медийных личностей. Моми. Просто какой-то левый чувак по имени Моми. Хуй знает кто это. Звал всех медийных личностей. Моми. Это пиздеж. Ну, это просто пиздеж. Про медийность. Да. Нет, ну вы же знаете. Потому что все в их жизни пиздеж. Моби приглашал Себастьяна Баха из Кид Роу, Брайана Мэя из Квина, баскетболиста Шекила Нила. Клип на песню Estranged
из альбома Guns N' Roses Use Your Illusion 2 самое дорогое рок-видео в истории. Бюджет клипа составил $4 миллиона. Дороже этого клипа были только один клип у Мадонны и 2 у Майкла Джексона. Когда группа за тур зарабатывает $450 миллионов, они могут себе позволить такие бюджеты для продвижения своего творчества. Да. Но, естественно, дорогие друзья, это все пиздеж. На такой счастливой ноте, наверное, мы двинемся к моему 4-му месту. Поехали! Мое 4-е место придаст тебе сил и энергии. Лучше всякого любого энергетика. Мое 4-е место, дорогие друзья. Металлика. Когда Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих основали Металлику в 1981 году, они и не подозревали, что создают одну из самых влиятельных групп в истории рок-музыки. Они взяли агрессию панка, сложные рифы классического хэви-металла, бешеную скорость и выдали миру новый мощный звук, который взорвал сцену. Группа, которая не просто задала стандарт трэш-металла, а фактически превратила его в мировое явление. Сложные композиции, философские тексты и убийственный драйв сделали группу легендой. Они создали эталон трэш-металла, который до сих пор остается актуальным, а их музыка пережила десятилетия, став чем-то вечным. Слышу людей в комментариях уже прям читаю еще не прочитанное. Заебала эта Металлика везде. И я думаю, что еще раз мы где-то это прочтем. Но тем не менее, в 80-е годы группа Металлика — мое 4-е место. Поверьте, нас она тоже заебала. Нас она тоже заебала, но мы не могли не поставить ее сюда. И мы не могли не упомянуть в этом топе Оззи Осборна, хотя он здесь вообще нахуй не нужен. Поехали к 3-м местам, к нашей троечке победителей, к нашему началу первой ступеньки пьедестала, так сказать. Поехали. Мотли Крю. Легендарная американская глэм-метал группа, основанная в Лос-Анджелесе в 1981 году. Группа была создана бас-гитаристом Ником Сиксом и барабанщиком Томми Ли. Что мы прекрасно знаем по фильму «Грязь». Кстати, и это не только фильм, но и книга, по которой был снят фильм. К которому впоследствии присоединился гитарист Мик Марс и вокалист Винс Нил. За историю Мотли Крю было продано более 100 миллионов копий альбомов по всему миру. Определенную известность группе принесла необычная одежда, ботинки на высоких каблуках, большое количество макияжа, а также постоянное употребление алкоголя и различных допингов. Используя смесь хэви-металла и глэм-рока на протяжении 80-х, группе удалось выпустить несколько альбомов-бестселлеров, которыми являются Theater of Pain и Girls, Girls, Girls 1987 года, в котором участники группы выразили свою любовь к мотоциклам, виски и стрип-клубам. Очень такой хороший объект. Виски, стрип-клубы и мотоцикл, увлечение мужской. Хотя на каблуках ходили. Вот раньше мужики были мужики. Не боялись быть женщинами. Не то что нынешнее говно. Образ жизни участников почти разрушил группу, пока их менеджер Тайлер и МакГи не вмешались и запретили тур по Европе, опасаясь, что музыканты вернутся в мешках для трупов, то есть как они активно турили. Вскоре после этого все участники группы, за исключением Мики Марса, подверглись реабилитации принудительной. Марс вылечился самостоятельно. После реабилитации в 1989 году Мотли Крю достигли огромной популярности с выпуском 5-го альбома «Доктор Филгуд», продюсером которого был Боб Рок, который потом начал настаивать на том, чтобы Металлика не в отдельных конкретных песнях, а во всех своих песнях перестроилась в ре, потому что они до этого играли только отдельные какие-то песни в ре, а все остальное они играли в стандартном ми. После как раз доктора Филгуд записи с Мотли Крю, где они весь записали в ре. 14 октября 1989 года альбом
занял первую позицию и оставался в чартах на протяжении 109 недель. В 1989 году в Москве группа приняла участие в международном московском фестивале мира компании Оззи Осборном, Бон Джови, Скид Роу, Горки Парк, Скорпионс и другие звезды. Во второй половине 80-х Мотли Крю были одной из самых популярных групп на планете, являются одними из основных локомотивов глэм-металла и главными бунтарями того периода. Мотли Крю открывает тройку лидеров. Поехали к моему третьему месту. Мое третье место... Пошли пересечение, можно так сказать. Группа Guns N' Roses. Когда в 1987 году вышел их дебютный альбом Appetite for Destruction, мир рок-н-ролла буквально содрогнулся. В то время глэм-метал был на пике популярности, но Guns N' Roses привели в него грязь, агрессию, уличную энергию и настоящий дух бунтарства. Они не выглядели нарядненькими рок-звездами, как многие их коллеги. Они выглядели будто только что вылезли из злачных баров Лос-Анджелеса. Как бомжи, так сказать. Guns N' Roses, мое третье место. В той драке победили бомжи. Так весь состав Guns N' Roses сменился. Что им мешает это сделать? Мешало это сделать, действительно. Причем победили не по очкам, а нокаутом. С большим отрывом. Очка. Ты ни за что не угадаешь, кто у меня на втором месте. А ты ни за что не угадаешь, кто у меня на первом месте, но это будет немного позже. Поехали ко вторым местам. Второе место. А кто мне нахуй запретит? Юту. Легендарная рок-группа из Дублина, Ирландия. Одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю. Альбомы группы разошлись тиражом более 170 миллионов копий. По состоянию на 23 год в их активе 22 премии Грэмми. Больше, чем у любой другой группы в мире. В 2005-м их включили в зал славы рок-н-ролла. Своему появлению группа обязана Ларри Малину, разместившему на школьной доске объявление, записку о поиске участников в рок-группу. На объявление откликнулись Боно, вокал-гитара, Эдж, гитара, клавиши и Адам Клейтон, бас-гитара. С тех пор состав группы остается неизменным со школьной скамьи и по сей день. Общемировое признание и статус популярнейшей группы в мире U2 обрели после выхода альбома Joshua Tree в 1987 году, который считается одним из величайших рок-альбомов. С момента образования U2 создали и поддерживали легко узнаваемый звук с акцентом на мелодичном инструментале и выразительном пении. Эдж при игре на гитаре использует в равной степени эхо, тональные и размерные задержки, синкопы, навеянные ирландской музыкой, что дает ясный эмбиент и атмосферный саунд. Боно развил свой оперный фальцет и показал примечательную склонность к социальной, политической и личной теме при сохранении высочайшего мастерства написания песен. Музыканты U2 известны и своей благотворительной деятельностью. Как вместе, так и по отдельности члены группы с начала 80-х сотрудничают с музыкантами, знаменитостями и политиками в вопросах, касающихся болезней, бедности, несправедливости в странах Африки, Азии и Европы. В 2010 году U2 давали концерт в Москве в рамках тура 360 градусов в Лужниках. На концерте собралось более 60 тысяч человек, в том числе и президент Дмитрий Анатольевич Медведев, с которым Боно встречался накануне в Сочи, где они обсудили некоторые социальные вопросы. Боно заявил, что ему понравились Москва и русские. У вас удивительный город, удивительные люди и артисты. Здесь удивительный певец Юрий Шевчук. Да. Во время исполнения песни Боба Дилана «Knocking on Heaven's Door» Боно пригласил на сцену Юрия Шевчука, который спел куплет на русском языке и 2 припева на английском вместе с вокалистом U2. Мысль о совместном выступлении, причем пришла в голову Боно, потому что он фанат Юрия Шевчука. Еще раз лайк, если хотите, топ-10 групп иноагентов. Вот так. На втором месте неожиданно оказалась группа U2. Интересный выбор достаточно, интересный. Что ж, давай посмотрим, что у меня там на втором месте. Ну, показывай. Поехали. А у меня на втором месте будет группа, которая могла бы быть и повыше, между прочим, потому что являлась абсолютной легендой 80-х годов. Естественно.
Мотли Крю. Основанная в 1981 году, группа сразу задала новую планку для всего глэм-металла. Они были грязными, дерзкими, скандальными и абсолютно неудержимыми. Их образы — это кричащий макияж, кожаные штаны, безумные прически, тонна харизмы и, конечно же, взрывной хард-рок с элементами панка и хэви-металла. Я хочу здесь остановиться по поводу того, что хард-рок с элементами панка и хэви-металла, как по моему мнению, особенно точно их определяет, поскольку мне сложно сказать, если выкинуть всю визуальную часть, что такое глэм-рок. Это хард-рок с хэви-металлом. Типа, да. Какого-то точного зерна, что можно откинуть всю визуальную часть глэма и сказать, что это глэм на слух, это сложно. Даже группа Twisted Sisters, Ди Снайдер, рассказывал, что мы просто взяли одежду у своих жен, взяли макияж у своих жен, сделали такие же, как в 80-е у женщин были модные прически, и стали похожи на женщин. И вот мы глэм-рокеры. Он типа глэм-рок, он не такой, наверное, все-таки тяжелый, как хэви. Тут вот видишь, как бы какие-то, например, да, у Ковердейла, например, да, можно было треки спокойно отнести к такому глэм-року. Вот я не так давно смотрел концерт Whitesnake, вот тот 2005 года. Я не скажу, что большинство подавляющее песен вообще похоже на глэм-рок. Понятно, что это как бы стилистическая составляющая там доминировала. Да, вот именно визуальная. Да. Вот. Продолжим. Я имею в виду стилистически, да. Продолжим. Но Мотли Крю — это не только музыка, а еще и самый безумный образ жизни в истории рок-н-ролла. Они творили такие вещи, что их автобиография «Грязь» и одноименный фильм просто обязательны к просмотру каждого фаната рока. Они выжили там, где не выжил бы никто. Вспомните еще биографию Aerosmith. Они распались тогда. Разошлись, потому что перетурили. Перетуривали многие. Эти турили открыто, иногда очень даже опасно для окружающих. Также их даже в тур-то в Европу не пустили. Да. На репутацию, потому что если вы там помрете в этом туре по Европе. Именно так, поэтому, да, но тем не менее, Мотли Крю была одна из тоже самых главных групп по популярности в 80-х годах. Тем более, они были одними из главных локомотивов жанра глэм. Вот они, да Twisted Sisters еще. Вот так вот. Мое второе место — группа Мотли Крю. И, наверное, пришло время нам поехать к самым первым местам, к первой строчечке, к нашим победителям. Поехали. Ты понимаешь, кто у него на первом месте? Нет? Даже представить не можешь, кто у него на первом месте? Я вот просто не знаю, не видел, не читал его топ. Я уверен, кто у него на первом месте. Металлика. Легендарная американская метал-группа, созданная вокалистом и гитаристом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом в Лос-Анджелесе в 1981 году. Одна из наиболее популярных и влиятельных команд в истории рока. Металлика входит в так называемую «большую четверку» трэш-металла. Ключевой альбом в истории группы Master of Puppets 1986 года. Именно с его выходом Металлика приобрела толпу поклонников по всему миру. В 2019 году группа вошла в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, 10 место в рейтинге. По данным стриминговых платформ, Металлика — самая прослушиваемая метал-группа в мире. Только на Spotify ее слушает больше 7 миллионов человек за один день. Металлика не боялись экспериментировать и часто выходили за рамки трэш-металла. Так, например, чтобы подстроиться под влияние новомодного гранжа в конце 90-х, в альбоме The Black Album они замедлили темп, расширили динамический диапазон, кстати, с участием Боба Рока, сделали песни более короткими, припевы взрывными, потеряли часть преданных фанатов, но сделали огромный шаг в сторону мейнстрима, чтобы составить конкуренцию Нирване, чтобы не уйти с радаров. И, соответственно, понизили строй на 1 тон. В период расцвета нью-металла в 1996 году они выпустили альбом The Lot, в котором практически отсутствуют элементы трэш-металла. Вместо этого в альбоме
представлены композиции жанров хард-рок, хэви-метал и даже блюз-рок. И, естественно, элементы нью-металла. Преданные поклонники опять отвернулись, но толпа новых компенсировала с лихвой потерю старых. Ларс Ульрих говорил по поводу этого всего происходящего. В чем суть Металлики? Осваивать разные вещи. И если ты перестанешь осваивать что-то новое, сиди на одном месте и жди, когда тебя забудут и ты сдохнешь. Металлика всегда стараются сделать что-то новое и интересное для своих фанатов. Они выпускают альбомы с оркестром, снимают фильм-концерт и показывают его в кинотеатрах по всему миру. Они даже устроили концерт на Антарктиде и стали единственными, кто выступил на всех континентах Земли. Однозначно первое место. В один год, по-моему, даже они выступили на всех континентах Земли. Мое первое место. Подарок всем фанатам, подарок тебе, всем подарок. И вам подарок тоже, конечно же. По неким причинам, которые я посчитал объективными. Первое место лучшей рок-группы, так сказать, 80-х годов занимает Оззи Осборн. После ухода из Black Sabbath в 1979 году многие думали, что карьера Оззи закончена. Но не тут-то было. Вместо забвения он устроил настоящий триумф, доказав, что он самостоятельно может быть звездой мирового масштаба. Я удивился, когда увидел список концертов и фестивалей по всему миру, куда был заявлен Оззи со своим коллективом в те годы, в 80-е. Человек, который пережил все: взлеты, падения, безумные выходки, запрещенные вещества, семейные драмы, но при этом продолжил делать то, что умеет лучше всего — записывать крутые песни и разрывать сцены по всему миру. Мое первое место — Оззи Осборн. Один из самых, если не самый востребованный рок-музыкант 80-х годов, судя по концертам. И в Москву приезжал, и куда только не приезжал, и вообще там наступают фестивали. Оззи везде, блядь. Просто от, не знаю, Антарктики до, блядь, этой, Даже Австралии, блядь. Даже в честь него фестиваль Озфест. Озфест, да. Легендарный, там, чуть ли там не самый престижный там. Вот, музыкант. поэтому так, на моем первом месте Оззи Осборн. У Оззи Осборна были талантливые музыканты в коллективе, соответственно, и треки были на хорошем уровне. Его ж не просто так любили, потому что он из Black Sabbath ушел, потому что он еще делал классную музыку и он делал шоу. Все ждали от него каких-то выходок, и он давал людям зрелище. Мало того, у Оззи Осборна играл нынешний бас-гитарист группы Металлика Трухили. Он как раз от Оззи Осборна и ушел в Металлику. Просил благословения у Оззи на это дело. Вот так, дорогие друзья, вот такой у нас получился топ лучших рок-групп 80-х годов. Если вы согласны со мной или с Женькой, пишите обязательно в комментариях. Если у вас есть какие-то свои мнения и варианты, нам будет очень интересно. Спасибо за то, что были сегодня вместе с нами. Монокаст был здесь. Пока!